Это пирамида Хеопса, и ее размеры просто поражают. А это легендарная статуя сфинкса. Как вы думаете, как в Древнем Египте люди смогли построить столь огромные и величественные здания? В этом видео я расскажу вам, какие технологии использовали рабочие при строительстве древних пирамид, насколько это было долго и сложно, а также и о других поражающих воображение древних сооружениях. Приятного просмотра! О технологиях строительства в Древнем Египте ходит очень много легенд. Некоторые из них и вовсе конспирологические. Мол, не могли люди никаким образом построить все эти огромные пирамиды и храмы. Им точно помогал кто-то более образованный, то есть инопланетяне. Но в этом видео я расскажу вам, как обстояли дела на самом деле. И начнем мы, пожалуй, с самых известных построек Древнего Египта – Исполинских пирамид. Это одно из самых впечатляющих и загадочных достижений человечества. Эти монументальные сооружения служили местом погребения фараонов и важными символами древнего египетского искусства и культуры. Первая пирамида была построена примерно в 27 столетии до нашей эры, а самой известной на данный момент считается пирамида Хеопса. Это великолепное сооружение было построено в честь фараона Хеопса и служило ему местом упокоения. Пирамида Хеопса стала одним из 7 чудес света древности и была высочайшим сооружением в мире более 3800 лет. Еще одна отличительная черта – особая геометрическая форма сооружений. Она отличалась своей современностью и точностью. Структура пирамид представляет собой огромные каменные блоки весом в несколько десятков тонн. Этот факт меня просто поражает. Как несколько тысячелетий назад люди могли перемещать такие тяжелые объекты на такую огромную высоту? Об этом я и хочу рассказать вам далее. Древние египтяне вели великолепные инженерные проекты, включая строительство пирамид, в условиях, когда современные машины и технологии были недоступны. Основными строительными материалами для этих сооружений был гранит, базальт и известняк, вес которых мог достигать нескольких тонн. Для перемещения таких массивных блоков египтяне использовали различные методы, комбинируя труд человека и силу животных. Одной из главных технологий перемещения блоков было использование специальных рельс, которые смазывали маслом или водой. Это были обычные деревянные бревна, уложенные вдоль. При помощи тросов, большого количества человеческой силы и использования животных блоки доставлялись от места их производства прямо на стройплощадку, а путь этот был очень длинным. Еще одна теория гласит, что к месту строительства пирамид выкапывали специальные водоканалы, по которым сплавляли блоки. Эта теория не находит достоверного подтверждения, но звучит вполне себе реалистично, так как это очень простой способ доставки стройматериалов. Кстати, животных использовали самых разных, например, классических для тех погодных условий верблюдов, иногда даже лошадей, а некоторые источники утверждают об использовании специализированных грузовых слонов. Интересно, как люди смогли запрячь это исполинское животное и выполнять тяжелую работу? На самой стройплощадке блоки ставили друг на друга, используя рычаги и подпорки. Как таковых строительных кранов в Древнем Египте еще не придумали, но что-то схожее на них все-таки конструировали. А главное, не было никаких инопланетян, лишь тяжелый человеческий труд. Ну и главный вопрос – как же строили эти удивительные сооружения, что они могли сохраниться спустя тысячелетия до наших дней? На самом деле очень просто. Я и сам не поверил своим глазам, когда узнал ответ на этот вопрос. Весь этап строительства ничем не отличался от нынешних проектов. Процесс начинался с тщательного выбора места для строительства. Пирамиды чаще всего строились на песчаных равнинах вблизи Нила. Выбор места имел стратегическое значение, учитывая доступность материалов для строительства и уровень возвышения для обеспечения видимости и величественного вида пирамиды. Далее шел этап добычи стройматериалов и их доставка на место строительства. Об этом я подробнее рассказал ранее, так что не будем останавливаться. Первым этапом строительства было создание прочного фундамента. Египтяне обычно выстраивали платформу из крупных каменных блоков, чтобы обеспечить стабильность и противостоять влиянию времени. Главным требованием было создание ровной и устойчивой плоскости. Далее шел этап укладки блоков. Их ставили друг на друга, чтобы создать ступенчатую структуру пирамиды. Процесс требовал точности и согласованности усилий трудящихся. Самое удивительное, что не использовался никакой скрепляющий материал. Блоки никуда не двигались благодаря точности при их укладке, а их огромная масса не позволяла различным погодным явлениям сдвигать их куда-либо. После завершения основной структуры некоторые пирамиды были облицованы полированными каменными плитами, чтобы придать им более гладкий и блестящий внешний вид. Но, к сожалению, до наших дней такой фасад почти полностью не сохранился. И последний этап – украшение.
Вершины пирамид завершались каменными элементами, на которых изображались сцены из жизни фараона, богов и ритуальные символы. Основной секрет, за счет чего эти исполинские сооружения смогли простоять до наших дней, это их структура. Блоки устанавливались в строгой последовательности, из-за чего они закрепляли друг друга. Стройматериалы на верхние этажи пирамиды доставляли при помощи специальных ходов внутри сооружений. И никаких чудесных технологий при этом не использовалось. Только очень тяжелый человеческий труд. И как вы думаете, сколько строили ту же пирамиду Хеопса? Вы будете просто в шоке от того, какую информацию я нашел специально для вас. На самом деле, на строительство самой большой и известной пирамиды в Египте ушло около 20 лет. Точное время строительства остается объектом дискуссий среди исследователей. Но принято считать, что процесс начался при правлении фараона Хеопса в районе 2580-2560 года до нашей эры. За 20 лет не только закончили основные работы по укладке блоков, но и завершили предварительную подготовку места, добычу и подготовку строительных материалов, а также последние штрихи и украшения. И эта информация звучит просто поражающе, особенно если вы хоть раз видели вживую этот объект. Ведь в современном мире, используя новейшие технологии, имея искусное производство и огромное количество образованных инженеров, на строительство самой большой башни в мире Бурдж-Халифа в Дубае потребовалось более 6 лет. Конечно, сравнивать напрямую эти два сооружения нельзя, но учитывая то, что пирамиды были построены во времена, когда человечество толком не обладало качественным инструментом, продолжает вводить в ступор многих людей. Удивительно и то, насколько сильно развились технологии строительства в наше время. Сейчас, чтобы построить жилой дом, не потребуется нескольких лет упорной работы. Достаточно выбрать качественную технологию строительства, например, модульную. Производственное объединение «Система» как раз-таки специализируется на этом направлении. Компания занимается быстровозводимыми модульными зданиями. По вашему желанию вам могут возвести огромное складское помещение всего за несколько месяцев, а строительство маленького дачного домика не займет даже 30 дней. Компания предоставляет на выбор самые разные модули, начиная от офисных блоков и заканчивая сложными техническими сооружениями. Производственное объединение «Система» уже давно зарекомендовало себя на рынке как качественного подрядчика. Компания использует свои собственные наработки и патенты во время работы, благодаря чему достигается наивысшее качество возводимых зданий. Подробнее о ПО «Система» вы можете узнать по ссылке в описании. Я, кстати, понимаю, почему многие говорят, что самостоятельно египтяне не могли построить столь огромные сооружения. Ведь для этого требовались неимоверные усилия. И их как раз-таки и прикладывали рабочие, которые возводили эти чудеса света. Рабочий день египетских строителей, участвовавших в возведении пирамид, был очень трудным. Часто при возведении этих построек прибегали к использованию рабов. А если вы ненавидите вставать рано утром, то следующая информация повергнет вас в шок. Рабочие дни начинались рано утром, чтобы избежать наиболее жаркого времени дня. Обычно это было примерно 4-5 утра, как раз когда начинало вставать солнце. Трудиться в самые горячие часы было просто невозможно из-за того, что температура воздуха поднималась выше 30-40 градусов по Цельсию. Поэтому всем строителям приходилось зачастую невольно вставать так рано и собираться на стройплощадке, где их уже ожидал бригадир или надзиратель. Далее, разделяясь на бригады, строители шли выполнять свои обязанности. Естественно, все они выполняли просто чудовищно сложные поручения. И так продолжалось до обеденного перерыва. Он обычно приходился на середину дня, когда был самый сильный солнцепек. Рабочие могли покушать, перевести дух и хорошенько отдохнуть перед тем, как продолжить работы. К слову, перерыв был ориентировочно в 12-13 часов дня. После этого работники продолжали выполнять свои обязанности прямо до заката. Дело в том, что тогда не было качественного освещения, из-за чего продолжать строительные процессы было просто невозможно. Это на самом деле удивительно, так как закат был примерно в 9-10 вечера. В итоге обычный рабочий, задачи которого были неимоверно сложными физически, в течение нескольких лет работал почти без выходных по 12-14 часов в день. Это просто поражает. Такие переработки получались из-за того, что сроки строительства были крайне сжатыми. А самое главное, что в Египте так возводили не только пирамиды. Еще один удивительный факт о Древнем Египте. Там существовала похожая на современную система канализации. Эти сооружения были настоящим инженерным достижением и отлично отражали высокий уровень организации и технического мастерства древней цивилизации. Канализация была представлена системой водоснабжения и отвода стоковых вод. Вы будете удивлены, но в некоторых особо зажиточных домах было даже горячее водоснабжение. Там же использовались известняковые туалеты. Полы в ванной комнате были всегда выполнены с наклоном, чтобы вода могла уходить в одной точке.
Там же был выполнен специальный слив, к которому подключались керамические либо медные трубы. Менее обеспеченные люди, которые не могли позволить себе иметь известняковый туалет, пользовались туалетными столиками, под которыми располагалась керамическая чаша. Кроме того, туалетные столики с отверстием посередине и глиняным горшком под ними часто использовались в качестве переносных туалетов. Система стоковых вод отводила всю грязную воду за город, туда, где не проживали люди. Этот факт еще более поражает, так как примерно такая же организация канализации города присутствует и в наше время. А в деревнях египтяне даже разработали специальные системы каналов и водозаборов для подачи воды на сельскохозяйственные поля в засушливых районах. Регулярное орошение земель позволяло эффективно использовать земли, на которых проживали люди, и получать огромное количество урожая даже в неблагоприятные для этого времена. Вы только вдумайтесь, египтяне даже строили свои собственные заводы по очистке воды. А это означает, что еще несколько тысяч лет назад люди знали о важности чистой воды в жизни общества. Как я уже упомянул, пирамиды были своеобразным местом погребения для фараонов, лидеров Древнего Египта. Они были настолько величественными, что их буквально обожествляли. Естественно, боги тоже удостаивались своих почестей. Вообще, в те времена почти везде религия была представлена язычеством, то есть многобожием. Египтяне верили в существование бога Солнца, бога Луны, бога Смерти и других наиболее важных богов. Специально для этих богов возводились храмы. Наверное, самым красивым из всех хорошо сохранившихся сооружений я бы назвал храм Хатшепсут. Вообще, его построили не для богов. Это был погребальный дом для царицы Древнего Египта. Удивительно то, что это громадное сооружение возвели прямо в скале. Длина храма более 200 метров, а ширина свыше 100. При этом дорога, которая ведет к нему, простирается на расстояние свыше километра. Еще я бы хотел выделить Карнакский храмовый комплекс. Внутри этого здания были расположены огромные статуи. Размеры храма также поражают. Его, к слову, строили несколько десятков лет, а в 1979 году сооружение было включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также я не могу обойти и Луксорский храм. На входе в этот комплекс вас встречают сразу несколько статуй, размеры которых превышают человеческий рост примерно в 6 раз. Самый интересный факт этого храма в том, что он не посвящен ни одному фараону или божеству. Вместо этого предполагается, что он использовался как церемониальное место для коронации новоиспеченных лидеров. Храм очень хорошо сохранился. Это объясняется тем, что он был государственным центром в Древнем Египте. Ну и последним я бы хотел упомянуть Абу-Симбел. Это небольшой городок неподалеку от границы Египта с Суданом. Свою известность он обрел благодаря массивному храму, который высечен прямо в скале. На его входе расположились просто колоссальные статуи фараона Рамзеса II и его жены Нефертари. То, насколько красивы и величественны эти статуи, просто завораживает. Кстати, про статуи. Я совсем забыл упомянуть знаменитого египетского сфинкса. В Египте, как и во всех религиозных странах, поклонялись священным животным. И, естественно, фараонов, которые были для жителей святыми, часто изображали вместе с этими животными. Так и появилась статуя сфинкса. Она расположилась неподалеку от пирамиды Хеопса. Но что же такое этот ваш сфинкс? Это огромная каменная фигура, представляющая собой гигантского льва с человеческой головой, обычно ассоциируемого с обликом фараона. Сфинкс Гизы как раз-таки изображает лицо фараона с короной и львиное тело. Он символизирует мудрость и силу правителя. Кстати, размеры этой статуи были такие же огромные, как и все, что строили египтяне. Длина сфинкса составила более 73 метров, а высота достигает 20. Есть свои теории заговора и вокруг этой статуи. Например, что под ней проходят подземные тоннели, а сам сфинкс мог появиться и вовсе задолго до Древнего Египта. В этом видео я рассказал вам о том, какие использовались удивительные технологии в Древнем Египте при возведении всех этих величественных зданий. Спасибо за просмотр.